Очень много людей ходит и думает, что их это не касается. Вот если вы сейчас думаете, нахрен я выключу этот выпуск, потому что это не про меня, но это конкретно про тебя. Вот конкретно про тебя. Ты весь сидишь такой, типа, мажористый, ухоженный, думаешь, это про каких-то торчков. Хрен тебе. Всем привет! Мы в Нижнем Новгороде. Среди проблем, которые есть в России, нам интересно изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются. Например, про эпидемию ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг. Многие думают, что эта болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это не так. В России живет более 1 миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России умерли от СПИДа 37 тысяч человек. В среднем это 100 человек в день. По количеству новых заболеваний, и в это действительно невозможно поверить, Россия сравнима с некоторыми странами Африки. Когда мы приступали к этому выпуску, у нас был простой мотив — рассказать людям, в первую очередь молодым, как не стать частью этой статистики. Но уже погрузившись в тему, мы поняли, что кроме страшных цифр, вот они еще раз, есть еще одна большая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации. Их стесняются, их избегают, ими брезгуют. Вот там, на противоположном берегу Оки, находится место, которое летом 2019 года стало одним из символов такой дискриминации. На эту турбазу на отдых должны были приехать несколько десятков детей с положительным ВИЧ-статусом. Сотрудники базы, узнав об этом, отказались этих детей обслуживать. Отдыхать пришлось в другом месте. Поднялся скандал, возмущались даже в телевизоре. К проверке турбазы подключилась прокуратура, а на ее сотрудников обрушилось максимальное общественное осуждение. Мы не собираемся провоцировать осуждение вновь, потому что прекрасно понимаем, тот отказ не из-за того, что у людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ из-за незнания. Мы сняли этот выпуск для того, чтобы незнание стало чуточку меньше. Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Могут ли люди с ВИЧ жить полноценной жизнью до старости? Почему Россия так неэффективна в борьбе с ВИЧ? Почему уроки полового воспитания в школах необходимы? В общем, ликбез для всех, кто не в теме. А если вы считаете, что в теме быть не нужно, повторим еще раз. Если вы сейчас думаете, нахрен я выключу этот выпуск, потому что это не про меня, но это конкретно про тебя. Вперед! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. О, мы на вейк-станции. Че ты сюда приехал? Покатать. Ой, мы однажды пришли жарить шашлык на скалу. И, в общем, увидели снизу, пацаны растянули лебедку. Мы поняли, что это какие-то нефоры, потому что я сам не нефор. Решили спуститься, такой зоологический интерес проявить, что это такое. Спрашиваем, в общем говоря, такая тема. Естественно, ребята поняли по нашим татушкам, что мы старые серферы, и дали нам попробовать. Собственно, так и втянулся. Я всегда любил обо что-то биться головой, когда немножко больно и так далее. Не знаю, можно назвать это экстримом или нет, но, собственно, когда я попробовал эту тему, я понял, что это мое. Ну, когда у нас есть сомнения по поводу, долетим мы, не долетим, работать будет фигура или не будет, Серега никогда не отказывает, мы просто его запускаем. Такой силиконовый человек, да? А вам просто не жалко его, да? Но он выживает каким-то образом каждый раз. 2, 1. Это наши эксклюзивные снаряды. В том году мы делали соревнования. Один из контестов был вот проезд на вот этих снарядах. Легендарная моя гитара. Я ее пожертвовал. Стоп, снаряды. То есть был конкурс, кто на чем прокатится здесь, да? Да, да. И ты просто сделал дыру. Естественно. Одна нога сюда, Да. одна нога сюда. И похерачил. Да? И ты прям ездил на гитарах. Я не ездил, ездил мой друг. Я как раз вел эти соревнования, был ведущим. MC. Yes. Как и когда ты узнал, что у тебя ВИЧ? Я проходил очередную детоксикацию. Когда вышел из нее, я жил тогда с одной крошкой, она меня спросила: Серый, ты сдавал анализы на ВИЧ? Я, естественно, в каком-то своем бреду сказал, что сдавал. Она спросила, какой был результат. Естественно, я сказал, что не помню. Она взяла меня за руку, мы поехали узнавать, какой был результат. Результат был положительный. Это год, наверное, все-таки 2007, наверное, 2006. Сколько тебе лет тогда было? 21.
21, с натяжкой 22. Ты торчал, да? Да. Как так вышло, что ты стал наркоманом? Наверное, в том районе, в котором я рос и, собственно, становился как личностью, мне быть наркоманом было нельзя. На тот момент это было модно, это было престижно. Мы говорим про опиоидный ряд наркотиков. Вот. Ну и плюс... Это что такое? Это Герыч? Нет, это Ханка. Ага. Опий-сырец. Ее колят в вену. Да. Вот. Для сравнения, билет в бассейн тогда стоил 50 рублей. Ну вот, часовое посещение бассейна стоило 50 рублей. Разовая доза на двоих, то есть палка Ханки, грубо говоря, это так называлось, 25 рублей. Выбор очевиден был. Бывали парни, которые реагировали на вот это откровение иначе? Один единственный. И слава богу, как бы, что он тогда отреагировал, а не соврал и там не залебезил. Потому что, короче, он ушел в армию, вот, и что-то его глюкануло, что я его 2 года ждала. Я не знаю, с чего он это взял, потому что писем я ему не писала, там, с его мамой я не созванивалась. В общем, он прискакал с армии, подловил меня, говорит, все, люблю, куплю, полетим. Значит, позвал меня в ресторан, свечи, все дела, короче. Вот. Ну, полный жир, как бы, да, чтобы произвести впечатление. И говорит, ну все, Маша, давай поженимся, выходи за меня замуж. Я говорю, чувак, все здорово, но у меня ВИЧ. Он встал и убежал. То есть даже как бы не ушел, а просто убежал. А я как бы сижу и понимаю, что за мной счет. А я как-то не планировала, то есть, платить, и у меня как бы не было денег. В общем, я звонила друзьям, чтобы меня выкупили. Из ресторана? Да. Но я как бы... Я больше охренела за этот счет, если честно. Чем тебе сложнее было признаться на публике? В том, что ты гей, или в том, что ты болен ВИЧ? Это же в разные моменты произошло. Да, это в разные моменты. Что было сложнее? В том, что я болен ВИЧ. Ну, потому что в том, что ты гей, особенно в те моменты, было что-то героическое, как мне казалось. А в этом что-то бытовое. А я вообще всю бытовуху не очень. Но, тем не менее, я прекрасно понимал, что, наверное, это кому-нибудь будет нужно. Ну, как будто это и было нужно в конечном итоге. Ну и вообще довольно глупо. Понимаешь, вот есть, мы тоже живем в стране, в которой ВИЧ-сервисными организациями руководят люди, которые на самом деле, конечно, живут с ВИЧ по 25 лет, и при этом никому в этом не признаются публично. Довольно глупо, это как-то пошло выглядит. Вот, а почему, Антон, вы этим занимаетесь? Видите, для меня это очень личная тема. Много моих друзей как бы живут с... Я просто так устал от этой всей хери, что я просто уже как-то... А люди я этим, конечно, занимаюсь, потому что в первую очередь это моя проблема. И я пытался ее решить сам для себя. И я нашел некий... Я мучился очень. И я 2 года не понимал, как пойти к этим врачам. Я хотел только одним, только другим. Я хотел в это МГЦ. Это был какой-то ужас. Они мне говорили... И у меня там начинался какой-то уже от того, что мне не давали таблетки, генитальный герпес. Они говорили, вы, наверное, просто много дрочите. И вот, на слове «дрочите» я понял, что нет, все, надо как-то уже все переделывать в жизни. И я это переделал все для себя, и я понял, что у меня есть некий рецепт помощи каким-то другим людям. Коротко и конкретно. То есть в России эпидемия ВИЧ? Ну, эпидемия ВИЧ началась с того момента, когда в России появился первый случай зарегистрированной болезни. Да? Эпидемия начинается вот тогда. В России сейчас генерализованная эпидемия. Это когда больше 1% из общей популяции живет с ВИЧ. В России сейчас больше 1%. Понимаешь, вот у нас какой-то дебильный чиновничий страх перед словом «эпидемия» возник несколько лет назад. Я работаю в этой теме с 2007 года. Специалисты, вот сколько я себя помню, придя в это, и до меня, с 90 какого-то года, называют это эпидемией. Потому что в какой-то момент, собственно, да, когда энное количество случаев любого заболевания инфекционного в стране, все, это эпидемия. Может быть, они путают это с пандемией. Пандемия — это когда эпидемия приобретает катастрофический характер, поражается уже там значимый процент населения, там, беременных женщин, все это, вот в Южной Африке пандемия, вот там пандемия, а как бы у нас эпидемия, и это, ну, как бы просто данность всегда была. Больше миллиона человек на сегодняшний день в стране у нас, по официальным данным, они все пытаются занизить, говорят, что 870,
Ну, на самом деле, 1 миллион человек, плюс учитывая тех, кто не знает свой статус, 1,5 миллиона, 2 у нас вот по улицам ходят людей, живущих с ВИЧ. Я хочу пройти тест на ВИЧ. Пожалуйста. Я не буду скрывать, мне волнительно, поскольку последний раз я узнавал, что у меня все в порядке, лет 8 назад. То есть 8 лет назад ты сдавал последний раз тест? Да даже не так. Я, в общем, узнал это по жене. Ну, то есть жена сдавала, да. Мы оба прошли тест, там были какие-то другие штуки, вот, незначительные. Но мы были здоровы. Вот. Я после этого не проверял. Мне волнительно. Вот. Что нужно сделать? Во-первых, что это? Ну, вот это тесты, это слюновые тесты, это тесты по слюне. Берешь вот эту штуку. Только мы оба сделаем, хорошо? Да, конечно, у меня будет положительный. Берешь вот эту штуку, открываешь другую эту самую, осторожно вскрыть пакет, поместите абсорбирующую пластину под зубами с внешней стороны десен. И проведите ее по наружной. В общем, надо вот так вот поводить. Чуть подспотели руки. Ну, вот все. Так, сначала что мы делаем? Дальше вводим там, наверное. Угу. Пофиг, какой стороны, да? По наружной поверхности верхней и нижней десен. Но, в общем, нужно, чтобы большое количество слюны, генетического материала. Угу. А также генетический тест делают. Угу. Ну все, теперь можно, наверное, поместить на дно флакона. И, видимо, поставить. Короче, у меня будет 2 палки. О, в рамках уверенности? Абсолютно. Так, и вставляю. Да? Кладете, я бы даже сказал. Так, и что, теперь ждем? А теперь ждем 20 минут. В этом смысл, что простой человек, он может понять. Здесь ему все очень подробно описано. Точность ровно такая же, как на тестах на крови. 98%. 2% — это если ты инфицировался, например, вчера, и у тебя еще не появились антитела. То есть у тебя вот этот серонегативный период. Когда и где ты познакомилась с Денисом? На тренинге личностного роста, будем называть это так. Какой отстой. Ну да, зашквар небольшой. Ну, как бы тогда это было актуально для меня. Мне там надо было себя там понять и бла-бла-бла. Ну, то есть он меня раньше видел, но мы тогда не знакомились. Вот. А потом вот как-то так звезды сошлись. Увидел я ее в 2003 году. Вот. Ага. То есть мы были на одной тусовке, она там пришла-ушла, но я ее как бы заметил, срисовал, я такой, о. И я прям... Была эта мысль, я ее помню четко, я хочу, чтобы она была моей женой. Все, да. Потом я не видел ее 2 года. В 2005 году мы встречаемся на тренинге личностного роста. Не спрашивай, я тебя умоляю. Да, и, собственно, я к ней подхожу и говорю, привет, вот мы там с тобой виделись там-то. Она такая, прикольно. Что-то, ну, слово за слово, там, пообщались на этом мероприятии. Я ей потом говорю, может, типа кофе, там, пойдем погуляем. Я его точно заприметила, как бы, потому что, ну, он такой достаточно видный. И у него еще такие волоски были, это каре такое. Волнительный такой мужчина, значит, в белой блузочке. Кайфовый, короче. Ну, и он как-то относительно остальных людей выделялся как бы своей яркостью и как-то позитивом таким вот, открытостью, что ли. И вот, собственно, там буквально, не буду врать, я не помню, то ли на первом же, то ли вот на второй этой нашей прогулке, она мне говорит, ну, я тебе сразу скажу, чтобы там не было потом каких-то недопониманий, типа, у меня ВИЧ. Я говорю, ну, типа, окей, что бывает. 2005 год. Да. Парню на свидании говорят, что у девушки ВИЧ, он говорит, окей? Да, значит, да, в чем... Я согласен, что это, ну, там, не странно. Мне, наверное, в чем-то повезло с учителями, мне очень повезло с родителями. Почему? Потому что я помню первое. В школе нам достаточно адекватно в 90-м году, в 98-м, то ли это было на биологии, то ли это кто-то приходил с какими-то лекциями, давали тему по ВИЧу. И, собственно, про презики, да, вот эта история про то, что презервативы защищают в 98-м году. В питерской школе? Да. Угу. И у меня были очень вменяемые родители, с которыми я говорил о сексе, и которые, более того,
понимая, что как бы я с ними все равно не могу обсуждать, может быть, все, они мне покупали очень прикольные книжки. Например, есть такой чувак Ди Снайдер из группы Twisted Sisters. И он написал книжку о пубертате для мальчишек, о взрослении половом, о половых инфекциях, о том, как себя защитить. И там тоже огромное внимание в этой книжке было уделено презикам. И у меня вот лет с 13-14 в голове засело про то, что, собственно, ну, ВИЧ — это не круто. Ну, да, про лечение, естественно, я ничего не знал этого, да, на тот момент. Но я знал про то, что защититься от него можно с помощью презерватива. И второе, уже когда я познакомился с Машей, я несколько лет работал в организации, которая занималась помощью людям, выходящим из мест лишения свободы. Среди них ВИЧ-инфекция — это было довольно-таки частое явление. И я понимал, уже знал в общих чертах, что бывает лечение, и если там сильно напрячься, его можно как-то вырубить. Чем ВИЧ отличается от СПИДа? СПИД — это запущенный ВИЧ. Если не лечиться, если не принимать терапию, если отказываться и не признавать вообще существование вируса иммунодефицита человека, то в конечном итоге ВИЧ превратится в СПИД, и ты умрешь. Например, самая известная по этому поводу история, вот, например, сейчас часто говорят про ВИЧ-диссидентов здесь, в России, но ВИЧ-диссидентство, как мы понимаем, это не русское изобретение. Да? ВИЧ-диссиденты, они появились там, где появилась эпидемия, то есть в Соединенных Штатах Америки. Так вот, был в Америке такой журнал, натурально выпускаемый ВИЧ-диссидентами, который прямо из месяца в месяц рассказывал о том, что никакого вируса нет, посмотрите, вот там Мэгги из Массачусетса, она живет уже 15 лет с вирусом, ничего, вот, ей говорят, что у нее вирус, а у нее нормальный, там сказать, 3 детей. Журнал закрылся, причина прекрасная, все сотрудники редакции умерли от СПИДа. Расскажи, как у тебя появился ВИЧ? У меня была любовь, опять же. Естественно, мне казалось, что это навсегда и все такое. Сколько тебе было лет? 16. Так. Мы встречались, причем, наверное, может быть, первые полгода у нас не было секса. То есть я в этом плане, ну, я не умею как бы там из серии «секс не повод для знакомства». Не то, чтобы я там шибко принципиальная, а просто я не чувствую человека, и я не понимаю, как бы, да, то есть... Вот, и потом у нас был секс, и бла-бла-бла. Я думаю, что это то ли с первого, то ли со второго раза получилось. И все, а осенью уже я хотела ложиться на обследование на полное в военно-медицинскую академию. Мне сказали стандартный анализ, вот эти базовые сдать для госпитализации. Я их сдала благополучно, пришла в кабинет к врачу с мамой. Потому что я же еще мелкая была, я без нее ничего не могла. Дала справки, он так посмотрел, говорит, ну а что ж ты не сказал, что у тебя ВИЧ? Ну, так я как бы об этом узнала. Вот. То есть и у меня сразу вот эти все карты там в голове сошлись про этого человечка, ну, потому что он практиковал все, что было можно практиковать. Он был наркоманом? Ну, да. На тот момент, мне кажется, в Кировском районе вообще мне трезвых людей не было. Ну, потому что родители все батрачили на заводе. Не то, что это были какие-то там плохие люди, просто все работали вот это вот в 3 смены, знаешь. Там. У меня мама работала воспитателем, а ночью в этом же садике сторожем. Ну, просто чтобы выжить вот это вот. Да, и на тот момент кто что мог, кто долбил, как бы. Там клей-момент, там, я не знаю, аношу, там, ну, вот это вот все. Поэтому, да, он подкалывался, как бы я об этом знала. Почему тебя заразил? Вы не предохранялись? Мы не предохранялись. То есть я считала, что презервативы нужно использовать там, вот той там Тане во дворе, да, которая всем дает. Таня? Ну, как бы. Ну, у нас такая была Таня. Она, наверное, в каждом дворе в те времена была, да, такая Таня, к которой мог пойти каждый и поиметь секс. А я такая была там больше как пацанка, что ли, да, я со всеми там бегала где-то там по каким-то крышам, там гудрон жрала там со всеми вместе и так далее. Ну, то есть вот обычная такая пацанка, да, как бы. И ко мне, в принципе, мало когда подкатывали как бы с какими-то этими историями. Мне вот казалось, что вот Тане 100% нужны презервативы, потому что у нее там по несколько чек в неделю, ну, как бы, и стрёмно. А мне не надо. Потому что у меня серьезные отношения, как бы. Может быть, тогда еще просто логические цепочки в 16, они, знаешь, не особо возможны. Нежелательная беременность, об этом вы не думали? То есть своему ровеснику ты доверяла как мастеру все сделать вовремя? Вот именно, что у меня была эта иллюзия о том, что если раньше вытащить, то ничего не произойдет. И слава богу, меня пронесло как бы, да, то есть, потому что предокулят, он ровно так же, как бы
в общем-то, может гарантировать беременность. Давай просто я проговорю это. Забеременеть можно, даже если кончила не внутрь. Да. Просто потому, что идут выделения, которые сравнимы со спермой. Ну, там, да, перед тем, как мужчина кончил, есть еще одна жидкость, в которой тоже достаточное количество... Потенциальных детишек. Да, да. Вот. И, конечно, мы все там срочно пользовались мироместином, да, там до и после вот это вот. Обязательно надо пописать после полового акта, и это 100% почти от всего как бы избавляет. Ну и раньше времени как бы успеть вытащить. Но эти глюки были только потому, что как бы с нами никто не разговаривал как бы. Моя мама вообще на слово «пенис» реагировала, как вот была красная какая-то стена. То есть я, в принципе, всю информацию узнавала вот от таких же ровесников, как и я. Наивняк такой. Я никогда не воспринимал Машу как больную чем-то. То есть для меня это как-то даже странно. Ну, для меня больной — это, человек в терминальной, может быть, стадии ВИЧ-инфекции, то есть в стадии СПИДа, когда у него там саркома Капоши, туберкулез, он лежит, и ты должен его держать за ручку, потому что он уходит. Маша, красотка, офигенная, полноценная женщина, просто, чего ее жалеть? Нет. Как отреагировала мама? Она с тобой находилась? Она со мной была в кабинете, я сидела на стуле, она стояла около стены, и я так слышу, она сползает там медленно. И как бы сказать, что я напугалась за нее, это ничего не сказать. Ну, чтобы понимать, да, моя мама там 2 раза в жизни курила, как бы, и ее засмеяли. Ну, потому что не надо, Валя. Да, там пару раз в жизни ругалась матами, и ей то же самое сказали: Валя, тебе не идет, не надо смешить людей. Ну и пару раз в жизни бухала, как бы. То есть она такой педагог младших групп. Ну вот, да, и тут у нее просто там, видимо, рушится мир о том, что все, ее работа накрывается медным тазом. Ну, как бы, она там вырастила не одно поколение, да, как бы в нашем дворе. И я прям... Потому что дочь... Да, и у нее прям паника. Вот. И нам врач, сказал о том, что, естественно, меня никуда не положат, вот, потому что нужно дальше там обследоваться и так далее. Но, слава богу, как бы он тогда сказал, говорит, езжайте в центр СПИДа, вот, там вам все расскажут. И, опять же, я говорю, это какой-то благословенный день, знаешь, из серии, потому что мы сделали вот все по рекомендациям. Мы поехали в центр СПИДа, с нами разговаривал эпидемиолог, она с мамой проговорила 1.5 часа. Вот. Мне она быстро разъяснила все, она поняла, что я не особо как бы в анабиозе. Вот. Она: все нормально, жить будешь, сюда, главное, ходи, анализы сдавай, как бы, все чин-чинарем. А с мамой она проговорила 1.5 часа, она ей объяснила, что ни в какие санэпидемстанции сообщать не надо, что это не сифилис, не туберкулез, да, когда, идет там вот эта вся история. И как бы мы поехали домой плюс-минус уже спокойные, вот. А когда я приехала домой, мама позвонила медсестре в детский садик, и там из серии: Таня, все. Она говорит: выдыхай, нормально все, ты никуда не должна сообщать. И лучше не ори об этом, чтобы тебя потом дочку не съели с говном, во дворе. Вот. И все. Мама дальше начала работать, ей объяснили, что я безопасна там в бытовом плане, я там ни разу в жизни не видела отдельную кружку, ложку, там, не знаю, расческу, полотенце. Да, там после меня, там, не знаю, не санировали все, что можно, То есть как-то вот ей очень доходчиво, да, вложили информацию, которая ей помогла успокоиться. Допустим, я узнал, что у меня ВИЧ. Что я должен делать? Здесь просто надо узнать адрес центра СПИД. В каждом регионе у нас есть такой центр в столице региона, да, в столице области. И туда идти срочно, и вставать на учет, и получишь таблетки там через некоторое время после обследования. Если у тебя сочтут, что состояние угрожающее, то сразу же выдадут лекарства бесплатно. А центр СПИД — это, типа поликлиника, которая занимается конкретно ВИЧ и СПИД? Специальная поликлиника, которая ВИЧ и СПИД занимается. А у тебя рука болит, да? Рука болит еще больше. Я решил, что я велосипедист. Толстый, решил на работу ездить на велосипеде. 30 километров туда, 30 обратно. Думаю, 5 дней в неделю, 60 километров каждый день в порядке. Подскину маленько. Но...
И я понял, что... Подскинул здоровье. Не то, что... нет, другая маленькая история. Не то, что Россия, Новосибирск не предназначен для велосипедистов. Правда? Да, меня прям на трассе притерли к отбойникам, собственно, улетел и связки порвал. А это где-то вот там было, где ракета от «Наш ответ Трампу»? Нет, с другой стороны города. Ну близко. Ну да. Что Варламов говорит про велодорожки в Новосибирске? Я не знаю, кто такой Варламов, и не знаю, что такое велодорожки в Новосибирске. Ага, ну прекрасно. Что-то мы далеко от центра уехали. Да, потому что хорошие добрые дела делаются далеко от центра. Да правда? Да. Что здесь? Здесь твое производство? Да. Почему здесь? Аренда дешевая. Это сколько? 50 рублей за квадратный метр. Так, а сколько там метров? 80 с копейками, 81, 82. То есть реально можно брать в аренду что-то в России за 4000 рублей в месяц? Что-то далеко от центра. Погнали. Выглядит как место, где заложников держат для выкупа. Расти большой. Пыльненько! Ты на производстве? Да. Слушай, а очень вкусно пахнет краска. Это оттуда? Да. Там покрасочный этот? Да, малярка, да. Так Слушай, а токсикомании здесь можно, нет? Или у вас респираторы? Мы в респираторах, в масках работаем. Что вы тут делаете? Изделия из искусственного камня и вообще всякое. Так. Матрицы снимаем, собственно, балясины, малые архитектурные изделия. Все то, с чего можно снять матрицу, и все то, что красиво блестит и долговечно. Вот это что такое? Это столешница с раковиной сразу? Да, это интегрированный камень называется. А как это происходит? То есть вот в чем твой бизнес? Тебе заказывают такую столешницу, и ты ее делаешь? Грубо говоря, да. Но это вот одно из направлений, которое мы делаем. А кто заказывает? Магазы или люди? Нет, люди. Это индивидуально, то есть не потоковое производство. Сделать одно и то же изделие 2 раза одинакового размера, ну и одинаковой формы не получится. Не получится, и просто нахуй надо. Это индивидуальная работа, индивидуальный заказ. Сколько такая столешница стоит, если бы я заказывал ее к себе в Москву? Ты. Ну, допустим, мы не знакомы. То есть я с улицы пришел. Тем более ты. Да. Хорошо. 1000, наверное, 40. Я написала очередной текст про ВИЧ и писала. И мне нужно было прийти на общественные слушания, которые были посвящены тому, как спеццентр будет дальше жить. Кроме моих знакомых из общественной организации, которые меня в целом в контекст вводили, там оказалось еще какое-то количество людей, мне неизвестных, в частности, пациентов. И вот один из них поднялся и давай задавать министру здравоохранения вопросы. Такой в очочках, в галстучке, то ли в рубашке. В общем, довольно цивильный, но мне показалось, что это какой-то вот его маска, что ли, была, что он в жизни не такой. Я к нему подошла взять комментарий, вот что-то еще. И еще через несколько дней или неделю он написал, что хочет мутить какую-то акцию протестную, вроде как пикеты за доступ к таблеткам, которых тоже тогда не очень хватало. Говорит, приходите, Маргарита, напишите. Вот. И, ну, ок. Как будешь собираться мутить, я приду. Вот. Он говорит, а пока вот до этого пойдем, может, я тебя на вейке покатаю там на озеро, вот это все. Нет, а я только развелась, у меня ребенок маленький. Я работаю как не в себя. И какие-то вот что, пациенты, озеро, кататься. И просто вот на исходе лета думаю, а что я теряю-то? Пойду схожу, познакомлюсь, хоть что за чувак. Ну и сходила, все. И зашел в гости, так и не вышел, в общем. Уже 3 года? Ну, по-моему, да. Да, у меня была такая мечта из разряда ебанутых мечт поехать зимой на Байкал, увидеть этот прозрачный лед, который мы видим в соцсетях и так далее. А это как раз был тот период, когда у нас с Ритой завязывались какие-то отношения, и не было у меня решения, быть там мне с этой девушкой или не быть. И я сказал Рите о том, что я собираюсь туда, с тобой или без тебя я поеду, на что Рита сказала, конечно, я поеду. Как бы. И меня вообще подкупает в этой девчонке вот такие вещи. То есть она, не думая, это делает на автомате. И меня это тронуло. Естественно, мы туда приехали, и там вот как-то все вот получилось. И я там уже принял окончательное решение строить как бы семью с Ритой. Вот объясни для всех тех, кто подумает, блин, она стала встречаться с чуваком, у которого ВИЧ. Почему тебя это не смущало? Потому что я знала, что человек, принимающий терапию, ВИЧ-положительный человек, принимающий регулярно и ответственно терапию, не может передать вирус дальше никому. Вообще никак? Ну, по данным исследований, которые мы читаем на профильных медиа, да.
Потому что, ну, в конце концов, если бы меня сильно что-то смущало, и, в общем, это был такой какой-то период притирки, ну, презервативы наши друзья, чего уж. Поначалу мы не планировали детей, и, в общем, ну, вот презервативы. А дальше, когда, ну, что бы не родить, и еще информация, что человек, принимающий терапию, во-первых, не может передать вирус дальше, а даже если бы у меня был ВИЧ, и я бы принимала терапию, я бы не могла передать его ребенку в абсолютном большинстве случаев. Поэтому, ну, а чего бояться, если ты в курсе всего? Слушай, а ты помнишь, когда тебе Серега сказал, что у него ВИЧ? Да, конечно. И что, как ты отреагировал? Ну, меня немного смутило, потому что знакомство с Серегой меня очень сильно информировало на тему ВИЧа. Я на самом деле не знал, что люди могут, имея вирус ВИЧа, заниматься незащищенным сексом, ну и быть полноценным человеком. Все равно я не был достаточно информирован. И вот эта вот брезгливость, все равно она присутствовала. Но когда он провел разъяснительную работу, вообще все рамки ушли, мы полностью полноценно общаемся, все вот эти барьеры, как рукопожатия, люди стесняются каких-то рукопожатий или пить с одной кружки, вот вообще как рукой снял. Даже я иногда чувствую, что наши знакомые, которые, ну, зная, что у Сереги ВИЧ, видят, как мы там пьем с одной банки или пьем чай с одной кружки, они маленько так шокированы. И я тогда вижу, что с ними тоже нужно провести такую разъяснительную работу. Был ли момент, когда Серега тебя вот прям сразил романтиком? Когда он сделал что-то такое, что просто твое суровое сибирское сердечко растаяло? Но он, кажется, пару раз приносил, значит, пакет целлофановый с лепестками роз, и в ванну их накидывал, и еще шампусик оставил. При том, что это для меня такая, что зачем мне плавать с цветами? То есть они мокрые, липкие, и вообще шампанское не пью. Ну, то есть лучше пивасик, как бы, и поспать мне дать. Вот это было бы вообще отлично. Но все равно ты оценила старание. Ну, конечно, это важно же, что сделано, даже не обязательно, что именно сделано, да. Не, он молодец. В этом плане он один из самых, конечно, романтичных мужчин, которые мне в жизни встречались. Он старается. Разговор о детях, как он у вас происходил? Ну, давай там, типа, ребеночка. Ну, вот что-то, по-моему, это больше Сережа хотел, потому что у меня же, опять же, уже есть старший сын, и я примерно понимаю, что это за катастрофа в жизни человека, рождение ребенка, и вообще считаю, что дети — это не мое. Вот, ну, у тебя уже двое. Ну, да, так вышло. Ну, чё бы нет. И я не могу сказать, что я прям планировала, что вот это вот как-то, ну, вот так получилось. Но какие-то приготовления нужны, учитывая, что он ВИЧ-инфицированный? Или ты просто пьешь терапию? Сколько Серега таблеток в день должен выпивать? Я не считала, но он показывал довольно большая горсть. Там, горсть? Горсть в день? 2 раза в день он получает. Давай на пальцах объясним. Есть ВИЧ-инфицированный Серега, есть горсть таблеток. Он, ВИЧ-инфицированный Серега, выпивает эту горсть таблеток каждый день. Да. В его случае 2 раза. И все. Он будет жить долго и, в общем, счастлив. Именно так. И умрет, скорее всего, при его образе жизни от того, что он сломает ногу где-нибудь, или утонет, или разобьется на сноуборде. И это как с отношениями. На них повлиять может вот что угодно, в нашем случае, вообще в любом, но не ВИЧ-инфекция. Терапию 2 раза в день, утром, вечером. Сейчас я попытаюсь показать, сколько таблеток. Вот выглядит вечерний прием вот так. Хочется, пользуясь случаем, сказать о том, что во всем мире стремятся к комбинированным формам препаратов, но у нас дешевле, видимо, разделять. Вот утром я пью один вот такой огромный калач, а вечером, собственно, вот такую горку. Не всегда удобно, потому что таблетки достаточно большие. Сука, встал прям в горле. Огромный вот это. Все. Сейчас у нас есть лекарства, которые воздействуют на этот вирус практически
становится неактивным, но они должны постоянно принимать эти препараты. Потому что только их отменят, вирус сразу опять из своего убежища выходит и начинает клетки эти убивать. Я правильно понимаю, что инфекция может пройти до стадии СПИДа? Да. Но если подключить терапию, можно отогнаться обратно. Можно отогнаться, да. И более того, даже мы знаем случаи, когда неизлечимые состояния благодаря каким-то неведанным совершенно внутренним силам и ресурсам организма проходили. Например, был человек, который ослеп физически от цитомегаловирусной инфекции. И обычно это последствия не проходит никогда, несмотря на никакую терапию. Так он прозрел. Он, сука, прозрел. Как будто его благословила просто Ксения Петербургская. И реально видеть стал? Да, видеть стал нормально. Действительно прозрел. Но это прям уникальный случай. Такого, как правило, не бывает. То есть человек, у которого уже запущена цитомегаловирусная инфекция, он уже ослеп. Где люди берут таблетки? Но сейчас у нас, даже еще в 1995 году нам удалось провести закон, что лечение ВИЧ-инфекции происходит за счет бюджетных средств. За счет государства? За счет государства. Но, к сожалению, это действительно осуществляется, но лекарств закупают пока недостаточно для всех, для миллиона вот тех пациентов, которые у нас сейчас есть. Только половина получает эти лекарства. В первую очередь те, у кого уже сильные нарушения иммунитета. А вторая половина что делает? За свои Вторая деньги? ждет очереди. Ну, небольшое количество, там человек 300-500, они за свои деньги лекарства получают. Но это зависит от достатка. Ну, и даже богатые иногда говорят, нет, все-таки мне лучше государственные. А вот если ты хочешь, там, как там лечат в Европе или в Америке, то это до 200 тысяч. В месяц? В год. А, в год? В год. Ну, таких вот, я говорю, что не больше 500 человек по России сами покупают эти препараты. Подождите, то есть смотрите, 1 миллион человек инфицированных, половине оплачивает государство. 500 получают за счет государства, а из своего кошелька только примерно 500 человек. Плюс к этим 500 тысяч еще 500 Хорошо, а оставшиеся человек. 499 500? Они ждут, когда им... Не умирают ли они при этом? Нет, процесс же ВИЧ-инфекции, он очень длительно идет, до 20 лет. Как бы врачи наблюдают, у кого критический уровень снижения клеток, ну, в норме 500, допустим, клеток. Если снижается меньше 350, то обязательно надо давать лечение. А до этого снижения может человек подождать по нашей трактовке, но, в принципе, все рекомендуют начинать лечение сразу. И проблема только в том, что пока вот до сегодняшнего момента закупают только примерно на 500 годовых циклов. 500 тысяч. Да. Стоп, но мы же богатое государство. Да, ну, поэтому я все время говорю, товарищи, граждане, господа, давайте увеличивать бюджет. И действительно, вот в бюджете 2020 года увеличили несколько. Ну, думаю, что 600-700 тысяч будет получать. Мы мало общались вместе, да, вчетвером. Ты не видел, как он общается с сыном. Это просто невероятно что-то. Вот он максимально внешне жесткий, да, чувак, который там способен делать какие-то безумства. С ребенком это... То есть у него реально становится выше голос. Знаешь, когда вот это биологическое переключение на регистр, чтобы тебя человек воспринял, который ему еще 9 месяцев. Его можно совершенно спокойно с ним оставить. Он покормит, напоит, задницу вытрет, вообще ничего не произойдет. Красавчик. Вообще. То если человек, живущий с ВИЧ, принимает терапию, вот эту вот, собственно, таблетки эти ежедневно, и уровень вируса в его крови подавляется до неопределяемого, он не может его передать никаким образом окружающим, и, значит, можно рожать детей естественным путем, и, значит, в принципе, можно строить все программы таким образом, что лечение является профилактикой. Если мы будем лечить и давать таблетки всем людям с ВИЧ на Земле, мы остановим эпидемию вот так вот. Потому что не смогут ее передать дальше. А так не происходит. Почему? Потому что таблетки есть не у всех, в первую очередь. Потому что не все люди знают свой статус. Это тоже важно, потому что же ВИЧ-инфекция не сразу себя проявляет. Вот насколько ты очковал? Я помню, я спал, был выходной, она будет мне такая, ну, я сквозь сон с закрытыми глазами слышу: «Доброе утро, папа». И я такой, типа, она такая: «Не-не, я прям серьезно, папа».
И до меня туда вот в сон доходит. У меня сейчас мурашки аж. Я такой просто, типа... И я открываю глаза, и она мне показывает тест. Вообще, это был день, когда вот если ты можешь думать про все, это был день, когда я думал про все. Деньги, не деньги, глобальное потепление, судьба человечества, когда мы полетим в космос, потому что надо спасать планету, и должны же мои потомки когда-то улететь туда, потому что здесь все сгниет нахрен, и вообще все растает. Ну вот это был такой вот просто, а смогу ли я? Блядь, да я не готов. Ну и вот это все. И в то же время это было, ну, какое-то такое ощущение, не знаю, ты как будто до космоса дотронулся. Ну и второй раз вот это вот ты дотронулся до космоса было, когда я его взял в руки в роддоме. Вот просто, ну... И оно не отпускает. Оно вот, когда ты его видишь, эти эмоции, они так и есть. Да нет. Привет. Здорово. 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 Слушай, как он на тебя похож, а? Вот, просто надо почувствовать. Давай. Кто внизу, тот Боб. Потом еще можно кладить. Еще можно вот так делать. Чтобы не успевать. Да, и потом, кто внизу окажется, можно считать. Ратмир же в курсе, что у тебя ВИЧ? Да. Он все время слышит, что я работаю, что я с какими-то докторами. Плюс, когда я пила таблетки, и он маломальски что-то начал лопотать, он стал спрашивать, что это. Я говорю, это таблетки, потому что у меня вирус внутри живет. Потом я сделала с ним в инсте видеоху, в которой он поясняет, почему пью таблетки я и почему пьет таблетки он. Но он тогда приболевший был. Рать. Что? А ты зачем таблетки пьешь? Чтобы быть сильным, здоровым и красивым. А я зачем таблетки пью? Чтобы быть красивой и здоровой. Пейте, в общем, таблетки, ребята. Будьте здоровы. Со мной у него был разговор, он меня спросил, вот, наверное, это было, может, с месяца 2 назад, там, почему мама пьет таблетки и вот это все. Вот, ну, я ему объяснил просто на простейшем уровне, что вот, да, есть там пещера, там живет дракон, как бы, да, и в этих таблетках есть такие рыцари, короче. И они их просто... Да, просто когда мама их выпивает, они заходят и просто мочат этих драконов, и все, и мама в порядке. Объясните, как врач, что происходит, когда у тебя ВИЧ превращается в СПИД? Почему организм разрушается? Ну, защиты нет, поэтому все внешние враги врываются в крепость и начинают там безобразничать, пока не истребят все население. Это так. То есть наша иммунная защита нарушается. Ну, можем сравнить систему CD4 с органами безопасности. Да? Вот если их истребить, то тогда, значит, все нарушается, вся система защиты. То есть человек начинает болеть болезнями, которые приводят к смерти. Да. Ну, в том числе теми, кстати, для здоровых не столь опасны, потому что с ними справляется защитная система. Нормальная система, их просто легко от них избавляется. А как только нарушилась система защиты, вот тут вот они уже начинают проникать и начинают буйствовать. Опять же, пневмонии, воспаление мозга и так далее. Но начинается все медленно. Сначала какие-то поражения кожи, и только когда иммунитет уже сильно нарушен, вот тогда поражаются внутренние органы. У тебя СПИД? Да. Когда он у тебя появился? Обнаружили его в 2000 году. Ну, обнаружили ВИЧ? Да. А когда он превратился в СПИД? В СПИД я не могу сказать точно, но в 2018 году. А как так произошло, ты понимаешь? Я имею в виду, что ВИЧ превратился в СПИД. Да, это халатное отношение к своему здоровью. То есть я несколько раз ездила в центр СПИДа. Вот. Там надо ездить постоянно. И прежде чем первый раз получить терапию, надо съездить примерно 10 раз. Я на тот момент работала, и у меня получается, то есть либо ехать туда, нет денег, я не работаю, либо я работаю, но меня никто туда не отпустит столько раз.
Так что это, в общем-то, халатное отношение. Как ты оказалась в тюрьме? Как и многие наркоманы. Я употребляла наркотики. Один наркоман другого подставляет постоянно. Также меня подставил знакомый наркоман, и я оказалась в тюрьме. А подставил как именно? Я взяла себе дозу на утро. Он мне звонил, весь вечер звонил, уговаривал им отдать ему эту дозу, потому что он нигде не может взять. Ему плохо, жене плохо. Ну и в итоге уговорил. Я не могла ему ее отдать бесплатно по одной простой причине, что тогда я с утра буду без денег и без дозы. Будет плохо мне. Мы с ним встретились. Я ему отдала эту дозу за 1000 рублей. Ну, за те же деньги, за которые сама купила. И здравствуйте. Меня приняли опера. Это контрольная закупка была, да? Да, совершенно верно. Доза... Это был Герыч? Да, это был героин. Я был наркоман профессиональный. Как ты зарабатывал на... Кражами. Вот прям натурально воровал? Прям по-настоящему. А где? Везде, начиная от карманов, заканчивая супермаркетами. Почему ты не боишься об этом говорить? Потому что срок давности вышел? Ну, я никогда не боялся об этом говорить. Мы живем в такой стране, где неужели стыдно говорить о том, что есть судимости, и я крал. А, у тебя есть судимости? 6. Меня однажды посадили за 2 бутылки коньяка. Мне дали полгода. Настоящей тюрьмы? Да. Это единственный раз, когда ты сидел? Нет. Сколько раз ты сидел? 3 раза. По сколько? Ну, общей сложности 3 года. Когда последний раз? 2011, наверное, год. Нет, вроде 2010. Как в твоей жизни наркотики появились? В моей жизни они появились в конце 90-х. Я осталась сиротой, и у меня была 3-комнатная квартира. В Москве? Да. Знакомая моей мамы попросила, чтобы ее знакомые пожили у меня какое-то время. Она их пустить не может, места нету, им сейчас жить негде, пусть у тебя поживут. Ну, пусть поживут. В принципе, во-первых, я всегда отличалась некой добротой и наивностью. А во-вторых, ну, не жалко, место есть, пожалуйста. Они жили у меня, через какое-то время я узнала, что они наркоманы. Ну, а я как бы на это внимание не обращала, потому что ко мне это не относилось никоим образом. Спустя несколько месяцев у меня случилось несколько жизненных драм подряд. Любовная драма, бабушку похоронила. Считаю, что перед этим я похоронила незадолго маму. Вот. Ну, осталась одна. И они потихоньку, попробуй. С одного раза ничего не будет, попробуй, успокоишься. И вот первый раз они меня укололи. Чем? Винт. Угу. Тогда в основном варили винт. Угу. Это наркотик на основе солутена. В течение месяцев 3, наверное, меня кололи им постоянно. То есть мне не давали даже прийти в себя. Потом... Что значит кололи? Они заставляли это делать? Они не заставляли. То есть я еще в состоянии вот одурманенном наркотиками, а они уже идут со шприцом. То есть давай. А зачем они это делали? Я так вот подозреваю, что это все-таки квартира. Хотели отжать? Да, причем хотели отжать, в общем-то, не они, а та женщина, которая попросила, чтобы они у меня пожили. Потому что с одурманенным, ну, винт, он одурманивает мозги. И с одурманенным мозгом, в принципе, вывести меня к нотариусу и подписать документы большого труда бы не составило. Как ты слез? Слушай, я нашел группы взаимопомощи, я начал ходить туда. И я никогда не хотел начинать нормальную жизнь. Я никогда не хотел работать 5 дней в неделю. Я никогда не хотел иметь семью, кредит и там, ну, что-то такое. Я всегда хотел жить в кайф. Как бы просыпаться в обед, пинать хуи, как бы, и вот и все. И максимум, что я умел к 25 годам, это дернуть что-то.
Как бы. И я, знаешь, попытался с собой договориться, типа, ну вот один год я не поторчу, а там посмотрим, может быть, плана покурить, может быть, там синички, там прибухнуть, как бы, ну вот разрешу. Посмотрю, как вот без героина, потому что вот этот отрезок времени, знаешь, ну там с 14 лет до 18, я 18 ушел в армию, в армии я 2 года прослужил, в 20 вернулся, и вот там до 24, до 25 лет я торчал. Ну, вот, торчал беспросветно, беспробудно, как бы, и я жить не умел. И более того, мне было страшно, и я не хотел даже учиться. То есть я просто с собой договорился год. Прокрепиться год. Так, и что ты делал? Ты ходил... Я ходил на эти сраные группы, я нашел какую-никакую работенку, я арендовал первую квартиру на свои деньги. И потом у меня был срыв. Потом у меня случился срыв. Потом я маленько пересмотрел отношение к жизни и понял, что на старых колесах эта машина не едет. Как бы. Потому что я продолжал где-то жить нечестно, я продолжал где-то мелкие кражи себе позволял, я позволял обманывать себе людей. То есть, ну, новая жизнь, вот вкратце, это переходить дорогу, сука, в натуре на зеленый свет только. Все. И когда она началась? После срыва. Ты можешь объяснить, как именно крутили шестеренки в твоей башке, что ты это решение принял? Слушай, ну я действительно не употреблял 11 месяцев. Действительно, иногда я начал испытывать гордость за себя, и когда я получал там деньги, потому что я все равно работал. Что ты делал? Я на складе работал кладовщиком. Даже не кладовщиком, наборщиком, грузчиком. На складе туалетной бумаги и сраных ебаных салфеток, как бы. И как бы это мило не казалось, но я гордился, что я делаю какое-то сраное дерьмо честное и получаю за это честные филки. И я тогда первый раз испытал жадность. Потому что, блядь, эти деньги — это такие гулькины слезы, как бы, а с тем кутежом, с которым я привык жить, то есть, да, день в карете, 2 пешком. Здесь мне приходилось, как бы, начинать рассчитывать бабки. Там определенное количество денег мне нужно было отдать за квартиру, определенное количество денег мне нужно отложить за проезд, определенное количество денег. Ну, вот, то есть, прям строить свой бюджет. Да. И я это делал впервые, и мне это понравилось. Я прочувствовал, наверное, тот момент взрослости какой-то, потому что, ну, вот этого не было раньше. Это было ново. Спустя несколько лет у меня супруг устроился на работу. Я узнала то, что они там периодически варят винт. Прямо на работе? Да. А что это за работа? Они работали грузчики-охранники. То есть, соответственно, когда они оставались в ночь, с зарплаты, они варили. И как-то получилось, давай разок, давай разок, давай разок, давай разок. А человек, когда пробовал, это наркоман навсегда. То есть в голове это будет всю жизнь. Не бывает бросивших наркоманов. Потому что дело не в том даже, то, что тебя там ломает, не ломает. Дело в голове. Тебе хочется. Раз с ними укололась, 2 с ними укололась. Опять бросила. Не кололась несколько лет. Вот. Потом захотелось самой. Захотелось самой, купила себе героина. Он тогда стоил дешевле. Укололась 1 раз. Ну и остатки отдала человеку, которому я знала, что он наркоман, ему нужно. 2-й раз так произошло, месяцев, ну, через 5, наверное. Потом получилось, я вышла замуж за другого человека. И этот человек, узнав, что я кололась раньше, начал мне каждый день, вот 5 раз в день говорить: ты наркоманка, ты наркоманка, ты наркоманка, ты наркоманка. Закончилось это тем, что я на работе познакомилась с парнем, который действительно наркоман. Попросила, он мне купил. Раз купил, 2 купил, 3 купил. Я села на систему. Сколько лет назад это было? Это было в 16-м году. Потом в начале 17-го я бросила. Но ненадолго. То есть я бросала буквально там месяца на 4. Сесть на систему значит колоться каждый день? Да. Причем не раз. Можно ли работать в таком состоянии? Работать можно, но получается это очень мало у кого. Это единицы. В основном наркоманы воруют. Воруют? Да.
Как ты зарабатывала, чтобы было на что колоться? Я работала. Что ты делала? Я торговала пивом разливным. Мы наблюдаем за ним, и это прям как бы бешеный абсолютно чувак. Как ты это воспринимаешь, как его вторая половина? Ты знаешь, я его очень уважаю, потому что ко всем своим вот этим хобби, увлечениям и образу жизни он как-то очень органично приклеивает еще и пользу. Я не могу сказать, что только за это я его люблю. Это вообще не очень понятно, почему мы вместе, правда. Но, используя свой важный, такой сложный, тяжелый жизненный опыт, он умудряется помогать другим. То есть вот он сейчас утром поехал, покатался на вейке, или тогда, когда у него есть время. Потом пошел и просто какого-нибудь чувака вытащил, рассказал ему, что, блин, иди протестируйся, или на тебе вот сертификат в аптеку, купи себе шприцев, чтобы не заразиться, или, блин, ты ветчевый, давай я тебя свяжу в спеццентр. И это постоянно. Он свой опыт использует для того, чтобы людям со схожим опытом как-то помочь по-настоящему. И они не слушали бы, эти чуваки, ни меня, ни тебя, ни кого-то более, может быть, цивильного или там в бабочке, очках. А он человек плоть из их мира. Их, конечно. Потому что он был наркошей. Смущало ли тебя когда-нибудь, что он был наркошей? Да тоже нет. Бывших же просто не бывает. Фух, сложный вопрос. Я осознаю, что я не готова жить, наверное, в одном месте с человеком, находящимся в активном употреблении, если он не готов с этим ничего делать. Будучи, опять же, погруженной в тему, я примерно понимаю, что можно сделать, чтобы прекратить употребление. И если бы человек со мной, живший в одной квартире, ничего не предпринимал, мы бы разъехались. Я надеюсь, что он продержится в чистоте как можно дольше. А мне бы хотелось дожить с ним до старости, там, растить там, детей, чтобы они вышли уже, наконец-то ушли, чтобы можно было спокойно там, валяться на кровати и не париться, кто там накормлен, напоен, пришел, не пришел. Вот, эта перспектива очень далекая. И это значит, что ему еще лет 20 надо как-то продержаться, потому что иначе очень плохо будет. Я думаю, тяжело. Это был шок, это было отрицание. Я сбежала из больницы. Я ездила еще в несколько мест, сдавала кровь на анализы. То есть поверить в то, что у меня СПИД, я не могла. Ну, не СПИД, ВИЧ, очень долго. Как он у тебя оказался, ты понимаешь? Я думаю, что благодаря вот этим людям, которые подсадили меня изначально на винт, потому что, насколько я узнала, мужчина, там были мужчина и женщина, они представлялись семейной парой, мужчина умер после этого где-то через полгода, и у него был СПИД. Извини за уточнение, но речь про общую иголку или про половые связи? Речь идет про общую иглу. То есть вы кололись одной и той же иголкой? Я думаю, да, потому как я, скажем так, не отслеживала этот момент. Вот. Ко мне просто приходили с иголкой, говорили, давай руку. Так как они не были особо обеспечены, скажем так, и плюс они были уже, ну, про которых говорят конченые наркоманы, то я думаю, да, это через общую иглу. Этот выпуск посмотрит несколько миллионов подростков. Какие 1, 2, 3 главные вещи из сексуального просвещения они должны знать? Презервативы. Никаких наркотиков через иглу. Игла запрещена. Любая. Все? Ну, этого достаточно. И регулярное тестирование. Можно самотестирование. От всех заболеваний, передающихся половым путем. И важно очень понимать, что все заболевания, передающиеся половым путем, они все либо лечатся, в смысле, либо излечиваются целиком, либо прекрасно, так сказать, с ними живешь, как с ВИЧ. Когда ты узнала про ВИЧ, ты понимала разницу между ВИЧ и СПИД? Что ВИЧ — это вещь, с которой можно жить всю жизнь? Нет, на тот момент не понимала. Спустя года 3, наверное, 4, я начала более глубоко изучать этот процесс. Что такое ВИЧ, что такое СПИД, то есть как он передается, как с ним жить, то есть что можно, что нельзя. Тогда вот уже начала понимать это. То, что, в принципе, я такой же человек, как и все. Меры предохранения мне нужны не такие уж и большие. Музыка
Здравствуйте, мужчины. Привет. Нахуй вы нас сбиваете, Все. Ё-моё, я не одета. Давай тогда, Мишель, падай, ебанем рок-н-ролл. Я музыку давно очень люблю, просто так получилось, что сбились, собственно, кружок по интересам. У одного узнал, кто умеет играть на том-то, у третьего узнал, у четвертого увидел в соцсетях, как он один сидел, пиликал, и мы собрали, собственно, вот такую бандейку. Года 3, наверное. А это все интернет-знакомства? Это не твои Нет, корефаны это с района? корефаны мои с групп разнообразных взаимопомощи. Как бы. Вот я тебе скажу, хочу сказать, что за сегодняшний день ты пожал руку минимум 4 ВИЧ-позитивным людям. А, серьезно? Да. То есть они есть и среди этой банды? Да. Первого мужа мама, она когда узнала, что у меня ВИЧ-инфекция, она мне сказала, ну, вызвала меня на разговор и говорит, ну, короче, так, заразишь его, я тебя застрелю. У нее пневмат как бы в сейфе лежал. Ну, я это знаю. При этом она такая женщина, как сказать, очень уверенная в себе. И несколько раз она даже стреляла в метро, потому что к ней подкатывали какие-то, ну, полупьяные как бы люди. И она прям по ногам стреляла. И я прям поверила, что если что, меня застрелят, как бы. Ну, слава богу, как ты видишь, да, никто не был инфицирован. Умер он совершенно здоровым человеком. Он умер? Он умер, да, он умер от наркотиков. Да. Ну, мне кажется, с моего двора из человек 20 выжила я и еще один пацанчик, ну, который вообще никогда ничего. Слушай, отличный пример, который тянется у меня много лет и до сих пор. Это мой родной дядя, который говорит о том, что... Я поссорю семью, когда говорю о том, что ВИЧ как бы у меня есть. Почему? В чем его логика? Я не знаю. ВИЧ болеть стрёмно. ВИЧ болеют только геи, проститутки, наркоманы. И однажды он мне сказал, вот ты говоришь про ВИЧ, а о том, что ты кололся как пидорас, ты не сказал? Собственно, ну вот и вся логика. Вплоть до того, что он начинает давить на бабушку и говорит, что я прописан у бабушки в квартире, и говорит, выписывай его. То есть, ну вот, неадекватная абсолютно реакция. Как твои родители отреагировали, когда узнали, что... Я не уверена, что они знают. Мы с ними специально про это не разговаривали. Я считаю, что это дело Сережина. И если он посчитает нужным и важным и найдет подходящий момент, чтобы с моими родителями это обсудить, то он это сделает. Он сознательно идет на некоторую публичность, как это видно, на интервью, на всякое такое. Может быть, они в какой-то момент узнают это случайно из новостей. И, возможно, тогда состоится какой-то разговор. Я иногда его прокручиваю, он не кажется мне сверхтяжелым. Я думала, что если будет какая-то прям плохая реакция, негативная, там, взрыв эмоций, то надо будет переждать, но в любом случае на мое отношение к нему это не повлияет. Ну, то есть, если вдруг мои родители или кто бы то ни было скажет, мы с тобой больше не общаемся, не приходи к нам, и там, пока ты с этим совсем не разберешься, то, конечно, из жизни на какое-то время исчезают они. Но я думаю, что они нормальные, и это все будет относительно спокойно. Я верю, что они хорошие люди с логикой. Я могу сказать, что с присущением докторов и сейчас проблемы, потому что первые, кто шарахается от нас, это именно врачи. Расскажи. Ну, приходишь к врачу, элементарно там, к гинекологу, он надевает 3 перчаток, он надевает 2 маски, и он смотрит тебя вот так вот, то есть издали. У меня подруга пошла делать зубы, ну, вставные ей нужны были. Я не помню, 4-5 клиник она обошла, всего один врач, ну, она всем честно говорила, то, что у нее ВИЧ, всего один врач, уже достаточно пожилой, взялся ей делать зубы. Все остальные при слове ВИЧ отказались. Всем ВИЧ-инфицированным очень нужна поддержка моральная.
Потому что ВИЧ называют болезнью нервов. Чем сильнее ты нервничаешь, тем быстрее у тебя падает иммунная система. И, соответственно, если от человека перестанут шарахаться, если он будет чувствовать себя нормально в социуме, то есть, то, что он адаптирован в социуме, то, что от него никто там не бегает, не шарахается, ему будет намного легче. Мы не прокаженные. Мы, по сути, такие же, как вы. Ничем не отличаемся. Приемная семья взяла нового ребенка из детского дома. И когда он уже был в семье, выяснилось, что у него ВИЧ-инфекция. Семья в шоке была, они на это не подписывались. Пришлось какие-то внутренние усилия предпринять, чтобы, в принципе, принять эту ситуацию и оставить ребенка у себя, и не отдавать никуда больше обратно в детский дом. Потому что вторичное сиротство — это просто мрак и ужас. Не рассказывай. Понимаешь, да? Окей, они принимают ребенка, но начинают сталкиваться с как раз с той стигмой, дискриминацией, о которой мы так часто рассказываем. Когда в школе как-то странно на это смотрят, говорят, да не надо нам его. Когда соседи и какие-то еще близкие люди тоже, это вообще зачем это надо? В итоге семья уже собиралась переезжать из этого города, потому что в маленьком городе, когда все всех знают, это такая острая ситуация. Ну, прокаженный. Ну, конечно. И там не знаю, что нужно было сделать, чтобы что-то поменялось. Наверное, скандал, а после того, как мы СМИ написали про эту историю, разразился скандал, как-то сдвинул кого-то с их позиций. Как минимум, они начали выполнять то, что должны по закону. Что-то сместилось в головах у людей или нет, я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы да. Но все равно история возникает. И вот под Нижним Новгородом был вот этот лагерь, да. Куда они брали детей. Их не брали просто потому, что ВИЧ? Ну, по факту, да, потому что персонал, как я поняла, испугался за себя, за здоровье свое, своих детей. Как будто бы это передается по воздуху, но ведь нет. Человек, прошедший по лестнице и держащийся за перила, не сделает все здание непригодным для проживания всех остальных людей. Это не так работает. Через слюну ВИЧ не передается. Нет. Если ВИЧ-инфицированный и, допустим, я сейчас на двоих раздавят вот тот кусок пиццы, я не заражусь. Вперед. Вообще нет. Может ли ВИЧ передаться через поцелуй? Нет, через поцелуй не передается. Через бытовой контакт не передается, по воздуху не летает. Через пищу, даже если туда кровь ВИЧ-инфицированная попадет, там повара. Некоторые думают, что повара все время режутся ножами. Даже в этом случае передача ВИЧ не происходит. Нет таких случаев. Спортзал. Одна штанга, одно полотенце. Если вы там сексом не будете заниматься, спортивные инструменты нет, безопасно. Инструменты бытовые все, метро, там, поручни и так далее. ВИЧ-инфекция не передается. Стоматолог. Пока ни одного случая заражения у стоматологов мы не обнаружили, но это может быть связано с тем, что слюна тоже обладает способностью убивать вирус. Ну и кроме того, там температура, когда там сверло нагревается, тоже убивает вирус. Можно ли заразиться ВИЧ на приеме у косметолога? Ну, теоретически можно, если косметолог будет вот какие-то иглы, которыми он делает шприцы, которыми он делает инъекции, будет их использовать один у всех пациентов и не подвергать стерилизации. То есть даже больше, скорее, может гепатит передаться. ВИЧ реже. Татуировка. То же самое касается и татуировки. Если инструмент не обрабатывается или он не одноразовый, то вот заражение гепатитом Б с большой вероятностью произойдет. Также может произойти гепатитом С, но и с меньшей вероятностью ВИЧ. При этом, если иглу распаковали при тебе, все безопасно? Ну, я думаю, да. Но про шприц тоже не забывайте. Можно ли заразиться при переливании крови? Ну, это была большая проблема в начале эпидемии. Там во Франции тысячи людей заражались. Но у нас началось тестирование уже в 1987 году. Донорская кровь стала проверяться. И сейчас только единичный случай там. А на 5 миллионов переливания один случай заражения. Но это связано, конечно, вот с технологическими проблемами или ошибками медицинского персонала. Но человеческие ошибки везде возможны. Но риск очень маленький. Но я бы все-таки рекомендовал реже переливать кровь вообще.
Потому что у нас это как панацея. Обязательно человек чувствует, что его хорошо лечат, если ему перелили кровь. Ну вот те случаи, которые я знаю, во всех случаях переливание крови было совершенно необязательным. Через пару лет вашему общему сыну идти в детский сад? Как ты думаешь, в саду будут реагировать на то, что это ребенок чувака, у которого ВИЧ? Я в предвкушении просто, когда начнут так говорить. Потому что для меня это как топливо. Когда начинается какая-то стигматизация, начинается ущемление прав и так далее, как бы это единственная та сфера, в которой я прям изгаляюсь, лезу из кожи вон. И, собственно, ну, это та вот несправедливость, с которой можно, ну, вот, бороться. Я считаю, что со стигматизацией нужно бороться открытыми лицами. И многие мои знакомые до сих пор не открывают статус, хотя очень активны в своей подпольно-активистской жизни. Ну, то есть там, написание писем, жалоб, обращений и так далее. То есть, но они не могут открыть свой статус именно потому, что ребятишки ходят в школу. Я считаю, что главный инструмент борьбы со стигмой, да, ну вот в сфере ВИЧ, это все-таки открытые лица. Ну, логика в том, что если люди будут видеть, как много ВИЧ-положительных вокруг, они просто будут реагировать на них как на нечто обычное. Конечно, конечно. Мы со второй половиной, проговаривая вопрос ВИЧ, я высказывался, вот скажи, насколько я правильно мыслю с научной точки зрения, или я включил какую-то вот максимальную степень романтизма, идеализма и всего остального и несу херню. Ну смотри, мы проговорили следующую историю. Если бы вдруг сейчас выяснилось, что у кого-то из нас ВИЧ, и это не было бы связано с предательством, ну, такое тоже может быть, даже в парах, грубо говоря, мы на полгода разошлись, например. Ну, разошлись, вот. Да, жили там другой половой жизнью, а потом снова сошлись и поняли, что нет никого ближе, вот. Но при этом кто-то один уже привез бы прицепом с собой ВИЧ. Для меня это вообще не было бы аргументом в пользу того, чтобы с человеком рушить отношения. Абсолютно. В моем представлении о нынешних возможностях лечения ВИЧ не отличается от гастрита. Кроме того, что гастрит болит и мешает тебе много чего есть. А здесь ты пьешь эту таблетку и можешь прожить до глубокой старости. Короткий ответ – да. Чуть более длинный ответ – да, но есть нюансы. Какие? Нюансы, связанные, ну, для меня, в первую очередь, с доступностью лечения. И с того, в каком городе вы живете. В Москве, Питере – да. Если вы живете в маленьком городе, ну, еще раз, это однозначно не повод, чтобы расставаться. Вот здесь однозначно да. Но с точки зрения сравнения с гастритом, нюанс, что от гастрита ты пошел в аптеку, и там за 50 условных рублей, за 100 купил таблетки, альмагель там условный какой-то, да, или что там пьют. От ВИЧ-инфекции ты сам себе таблетки не купишь, а в спеццентре их может, извините, не быть. Расскажи, что это за картина? Слушай, ну это реплика, которую сделали наши два прекрасных тоже волонтера Андрей и Женя. Реплика знаменитой работы американского художника Кита Харринга, который тоже умер от СПИДа. И он вот всю эту историю про вот этих человечков, она, кстати, сейчас в прошлом году была в коллекции Uniqlo. Вот Uniqlo сделал огромное количество майк с картинками Кита Харринга. И вот это конкретная его работа, и целая серия его работ была посвящена борьбе со СПИДом и так называемый, вот видите, там этот розовый треугольник, это символ борьбы ЛГБТ-сообщества за свои права. Это треугольник, который навешивали в нацистских лагерях на геев и лесбиянок. И посвящена вся эта работа была такому американскому движению ACT UP, которое и боролось с ВИЧ в начале эпидемии СПИДа. И на самом деле, благодаря ACT UP и в конечном итоге так быстро и нашли лекарства, так быстро американские власти в это дело включились, американская фармацевтическая промышленность в это включилась, потому что вот были такие активисты из ACT UP. И вся вот эта серия работ Кита, она посвящена как раз им. Если бы Фредди Меркьюри заболел сейчас... Он бы жил, вообще блистал бы и... Собирал бы полный Вэмбли. Конечно. Я правильно понимаю, что Фредди Меркьюри умер, потому что он заболел в те времена, когда терапии, растягивающие твою жизнь до старости, еще не существовало? Ну, были препараты, которые, конечно, могли несколько продлить его жизнь, уже были препараты, но он, в общем, насколько я помню, он отказывался от них, потому что препараты достаточно токсичные тогда были.
И, наверное, ему как бы не захотелось их принимать. Токсично, это в смысле организм протестовал? Ну, да, они сами по себе вредили организму, но там это был азидотимидин, там зидовудин, он тогда назывался в других странах. Он, конечно, анемию вызывал, он нарушал кровь. Ну, анемия, знаете, бледная немочь. Бледная, худая девушка, еле живая, потому что у нее малокровие. Вот это малокровие, это правильный перевод анемии. Если бы Фредди Меркьюри заболел сейчас, да, то он бы продолжал петь и собирать стадионы по всему миру. Я вам не могу назвать этих Фредди Меркьюри, у которых сейчас ВИЧ-инфекция, которые прекрасно справляются со своими творческими обязанностями. Их очень много. Поверьте, вы их многих знаете. В том числе в России. Я имею в виду как раз российских, ну а за рубежом не меньше. Ни в коем случае не называя ни имен, ни чего-то еще. Вот в диалогах с этими людьми, с которыми вы встречались, известными русскими людьми с ВИЧ, когда-нибудь тема выходила на то, чтобы если бы кто-то из суперзвезд, неважно чего, эстрады, политики, признался, что у него ВИЧ, то это сильно бы упростило жизнь другим людям? Конечно, да. Это имело очень большой эффект и профилактически. Вот в Америке там был волейболист, по-моему, или баскетболист Мэджик Джонсон. Да. И когда он сказал, что у меня ВИЧ-инфекция, я получил его гетеросексуальным путем, то есть от женщин, это сильный фурор произвело. Во-первых, он черный, а черные думали, что только белые гомосексуалы болеют СПИДом. Да? И это сильный на них удар произвело, и что можно заразиться и от женщины, и от мужчины, то есть гетеросексуальным. Это тоже сильное впечатление произвело. То есть это был очень значительный вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией. Юрий будет дуть, будет Юрий. Если я всегда трахаюсь в презервативе, с кем бы я ни трахался, я никогда не заболею ВИЧ? Скорее всего, да. Даже если я буду делать это с наркоманкой, даже если я это буду делать с зараженной ВИЧ? ВИЧ-инфицированным, да. ВИЧ-инфицированным. Да. Скорее всего, да. Всемирная организация здравоохранения пишет, что эффективность презерватива в случае ВИЧ-инфекции 80%. И все русские, вернее, особенно здесь, в Москве, говорят о том, что, ну, посмотрите, всего лишь 80%. Ну, это правда страшновато звучит. На самом деле, дорогие мои друзья, где моя камера? Я прям в нее сейчас скажу. Значит, речь идет о том, что Всемирная организация здравоохранения — это не Жек Мытищ, понимаете? Она работает на весь мир. А не только на Россию, но, например, на Эфиопию. Она работает на Мали, она работает на Ботсвану. То есть на страны, где, например, гондоны стирают в стиральной машине и даже ручками. То есть речь идет о том, что вот в странах, в которых гондоны, бабы стирают руками по 8, по 10 раз, как в 16-17 веке, вот из этих кишок, вот даже тогда эффективность гондона 80%. Я надеюсь, вы гондоны не стираете. Мне кажется, население России нужно водить, блядь, по пустыне 40 лет, чтобы вывести вот эти все примочки вообще в плане, ну, вот, предубеждения к презервативу. Но в любом случае, я начал говорить о том, что мало поставить, нужно больше информации начинать давать. А что самое первое и клевое, как бы, ну, вот у молодежи, какой запретный плод, который нужно вот посмотреть, попробовать. Ну, в моем возрасте это была та самая спрятанная, блядь, видеокассета за телевизором бати, как бы, понимаешь? И, как бы, которую я смотрел и охуевал, что так можно, как бы, ну... Вот. И если в порнухе будет натянутый презик на вот этом вот убийце... Ну, естественно, я спрошу, что это за хуйня, как бы. У меня же этой хуйни нет, что это у дяди за хуйня. Плюс уроки в школе. Плюс вообще самое главное, блядь, уметь родителям об этом разговаривать с детьми, со своими. Это очень важно. Потому что со мной об этом, ну, вот, не разговаривал никто. Если ты меня сейчас спросишь, когда я начну говорить об этом со своим сыном, я скажу, хуй его знает, потому что я тоже не знаю, как бы. Но я знаю, что придет этот момент, и рано или поздно я хочу, чтобы он узнал об этом от меня, и, собственно, чтобы это случилось дома, а не в детском венерологическом диспансере, как бы. Ну, пачка презервативов большая, вот 12 штук, косарь стоит. Я тут была в одном училище. Есть дешевле.
Ну, и они хорошие. Дешевле тоже Ну, было? хорошо. Главное, не гусарские, понимаешь, за 80 рублей. Я просто тут была в одном училище с лекцией, и мне ребята пересчитали пачку презервативов, вот эту большую, на 5 шаверм. Понимаешь, да? То есть, что важнее, как бы, кондоны или шаверма пожрать? Ну, это путяга, да? То есть, скорее всего, что там ребята, которые, ну, как бы... Небогатые. Да. Ну, у которых есть другие нужды. И пока их здоровье им не ценно. Ну, просто я представляю вот себя в университете, и я иду в магазин, покупаю либо там бутылку портвейна с хлебом, либо пачку презервативов. Мне 19 лет, я хочу выпить и есть, и как бы, что я выбираю? Портвейн. Это плохо. Это те самые ситуации риска, которые у меня в жизни случались не раз и не два. Наверное, как-то какая-то социальная программа нужна с доступными презервативами. Ну, сложно представить. У капитализма, конечно, яростное лицо. Ну, пусть кто-нибудь постарается. На самом деле, вот девчонки за 30 сейчас очень подкованные, и мне очень хочется, чтобы молодые девчонки были такими же. А не вот это вот, ой, как бы он сказал без презерватива, и если я попрошу его одеть презерватив, он подумает, что я его не люблю. Ну, как бы нет. Ну, он дебил, если он просит без презерватива, собственно. Да. Ну, и как бы это он тебя не любит, если он тебе предлагает без презерватива. Я вот так считаю. И всегда так считал. Профилактикой надо заниматься внутри особо уязвимых групп. Надо там тестировать, надо там лечить, надо там заниматься пропагандой, надо там раздавать иглы, надо там разрешить метадон, надо, так сказать, проводить сексуальное просвещение среди подростков. Это необходимо, потому что подростки — это такая же, это самая главная уязвимая группа. Потому что именно там, в подростковом возрасте, люди начинают экспериментировать моментально и со всем. С наркотой, с сексом, мальчик-девочка, как сейчас принято говорить. Том Дейли, недавно знаменитый, так сказать, олимпийский призер, сказал, что наше поколение, our generation is much more fluid. Да? И, конечно, much more fluid. Конечно, не очень сейчас, так сказать, в принципе, есть разница. И надо про это говорить. В России про это вообще не говорится. В России нет сексуального просвещения, оно запрещено. Пойдите, скажите в школах слово «презерватив». У вас сразу будет уголовная статья. И поэтому у вас вот бесконечное количество подростков, их бесконечное количество подростков, которые в сексуальном контакте получают ВИЧ-инфекцию. Это только мы про ВИЧ говорим. Мы сейчас не говорим про гепатит С, мы сейчас не говорим про все бесконечные заболевания, передающиеся, инфекции, передающиеся половым путем, которых вообще просто никто не считает. Какой самый ранний подростковый возраст ты встречал с ВИЧом? 12. Кто это был? Как... Девочка, она же выступала как-то открыто. Девочка, получившая ВИЧ натурально через половой контакт. Откуда-то с Урала. Ну да, что ты меня смотришь так? Ты что, считаешь, что дети в 12 лет сексом не занимаются? Что ли, занимаются? В 12, надеюсь, нет. Да, конечно, да. Ну, я бы надеялся, но я понимаю, ты можешь что надеяться, нет. безусловно. Да. Там можно, еще раз говорю, вот ты в этом смысле ведешь себя абсолютно как значит, люди, которые возглавляют, условно говоря, образование, просвещение здесь, в России. Это не значит, что ты мудак. А это просто ты в этом смысле, я надеюсь, они тоже надеются. Поэтому давайте мы надеемся на это, и мы вообще не будем про это говорить. Не надо надеяться. Ну не надо на это надеяться. Люди начинают заниматься сексом ровно в том самом возрасте, в котором они считают нужным им начать заниматься. Если человек в 10 лет понимает, что у него хуй стоит, и он, так сказать, смотрит по сторонам, он будет это делать, независимо от того, надеемся мы на что-то или нет. И но при этом он ни хрена не знает, он глупый на самом деле, и он вообще не понимает, как устроен мир. Да, он не понимает, как действительно пользоваться этим презервативом. Он действительно не понимает, а почему нельзя колоться. Ну, а что такого? Ну, кололся, потому что все же колятся. Он, правда, просто не умеет еще, как подростки на самом деле не умеют прямо ровно ходить. У них еще опорно-двигательный аппарат не работает. Здесь та же самая история. А ты можешь либо надеяться на то, что природа сама тебя научит, научит. Но, в принципе, никто на самом деле не мешает взрослому человеку научить, кроме нашего государства. Правительство России готовило программу по профилактике ВИЧ, и вы рассказывали, что, общаясь с людьми, которые готовили эту программу, вы над ними хихикали из-за того, что они физически не могут произнести слово «презерватив». Ну, я не знаю, физически или все-таки у них в голове какой-то тормоз, который не дает им это публично слово произнести.
Но действительно, я не слышал ни от кого из официальных лиц или даже полуофициальных, но занимающих государственные посты, это слово «презерватив», доходит до смешного, потому что в одной из инструкций для секс-работниц написано, что они должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Поэтому я всегда спрашивал, что это, противогазы или бронежилеты, что они имели в виду. То есть доходит дело до смешного, что академик должен рассказывать людям, что надо пользоваться презервативом. Это связано с неким консерватизмом, но и дело в том, что ассоциируется презерватив с предохранением от беременности. Даже называют контрацептивом, тоже обходной такой момент. И поскольку у нас борьба долгое время шла и идет за повышение рождаемости, то пропаганда презервативов, использование, должна, по идее, приводить к тому, что у нас будет снижаться численность населения. Но это не так. Но это не так, потому что презерватив, он предохраняет в основном от нежелательных беременностей. Чем больше пользуется презервативом, тем меньше абортов будет. То есть это давно уже показано в других странах исследований. Я правильно понимаю, что сейчас заниматься сексом без презерватива с людьми, с которыми ты только начал встречаться, это, в принципе, прям русская рулетка? Да, однозначно. То есть ты реально крутишь барабан в пестике? Да, в любой точке мира. В любой точке мира, и особенно у нас вообще нельзя, никак, смотри, никогда. Она классная, она девочка из очень хорошей семьи. Да. Она вся такая нежная, спортсменка, она... Окей, вы сдайте тест, еще раз, это 10 минут. То есть вот сейчас у нас по Питеру ездит несколько мобильных автобусов. Ты там заходишь на сайт питерского центра СПИД, смотришь телефоны горячие там НКОшек, которые делают этот тест, некоммерческих организаций, звонишь им, вы приходите, делаете этот тест, вы уже, у вас первый шаг сделан. Но это не значит, что можно снимать презерватив. Почему? Потому что у ВИЧ-инфекции есть период окна. Какой? Тест-системы показывают ее спустя 4 недели-6 месяцев. То есть, понимаешь, тебе надо все равно еще полгодика в презике. А потом вы второй раз сдали, и если вы верите друг другу, что никто не левачит, и это ваш постоянный половой партнер, тогда да. Все, можно снимать и вперед. Желательно сдать еще на ГЕПыч, на все остальные инфекции. Просто это проще так. Одним разом пошел, сдал, через полгода досдал все, что надо досдать с ВИЧ-инфекцией, и все, и живите все счастливо. Вот у меня здесь лежит презерватив, я специально для демонстрации, я его ношу с собой, показываю, уже даже срок годности близок. Очень важно, чтобы срок годности соблюдался. Это сувенир из Южной Африки у меня. Я его ношу в этом кармане. И жена спокойно. Она потом проверяет, на месте ли презерватив. Не пользовался ли я им. Она не знает, что у меня еще есть. Надо не меньше 3 при себе иметь. Это обязательно вам рекомендация. Потому что мало ли что порвется или понадобится еще один раз. Поэтому не меньше 3, а лучше больше. Напомните нашим зрителям, сколько вам лет? А мне 65. Мы очень рады за вас. Спасибо. Равнение на вас. И чем больше, смотри, есть просто это научный факт, да, русские говорят, посмотри, это все с Запада, это с Запада. Я вам еще раз говорю, эти цифры. И эти цифры не только про ВИЧ, это цифры вообще про заболевания, передающиеся половым путем. Значит, в мире, в котором есть сексуальное просвещение, разговоры с подростками, в которых с подростками разговаривают об их гендере даже. Прости, Господи, в России даже это представить невозможно. Это людей, которые это, так сказать, делают здесь в России, считают иностранными агентами и педофилами. Так вот, в этом мире у вас в прошлом году было 70 тысяч новых случаев ВИЧ на 1 миллиард. А вот в этом мире, в котором лебединая верность, никакого тебе сексуального просвещения, презервативы запрещены вообще это слово произнести. 113 тысяч только выявленных случаев, при том, что у нас совершенно другая выявляемость, на 146 миллионов. Можно просто включить мозг и решить, что, может быть, все-таки что-то делаем не так. Проблема в том, что никто этот мозг не включает. А все равно говорят, нет, мы все равно все делаем правильно. У нас свой собственный подход. Им говорят, какой собственный подход? Посмотрите на цифры. Вот же они, цифры. Нет, у нас такой подход.
Это альтернативный взгляд, это здесь называется. Что ты думаешь о будущем? Я надеюсь, что у нас все-таки даже не то, что изобретут лекарства. Я надеюсь, что у нас начнут просвещать народ. Просвещать в больших количествах, и причем, начиная со школы. Потому что, как мне кажется, больше всего от этого страдают подростки. У нас родилось достаточно большое количество детей. Мало того, что от ВИЧ-положительных, от безответственных. Вот. Не то, что ВИЧ-положительных, а от безответственных родителей. Вот. Им сейчас, в среднем, там, 16-20 лет. И им сейчас очень тяжело. В 16-20 лет сообщение о том, что твой партнер ВИЧ-положительный, воспринимается совсем иначе. Вот. То есть я надеюсь, что у нас именно пройдет поток информации. Вот. Поток информации о том, что, во-первых, мы все-таки, я же говорю, не прокаженные. И поток информации о том, что даже если твой партнер ВИЧ-положительный, это не настолько страшно. У нас презервативы есть в каждом магазине, в каждой аптеке. То есть вещь, которая предохраняет. Ну и в чудо-таблетку хочется верить. Чудо-таблетка? Да. Чтобы вылечил и излечился. Вернее, выпил и излечился. У тебя есть мечта? Сейчас уже даже не знаю. Пожить подольше. Последняя штука, которая тебе доставила какую-то радость, прям большую. Что это было? Это была клубника. Клубника? Клубника. Мне еще с утра принесли мороженое. И я была в экстазе. На самом деле нам здесь мало надо. Вы не вместе сейчас. Мы не вместе. Расскажи, когда что-то пошло не так. Знаешь, я всегда бесился на свою маму, когда она мне говорила, я пытался выяснить в детстве, папа ушел, я пытался выяснить, кто виноват, вот, она мне всегда говорила эту фразу «виноваты двое». Она меня так бесила. И вот я до нее дожил, до этой фразы. Потому что я четко понимаю, где я косячил, где я был невнимателен, где я становился из-за каких-то там головников на работе, я не был достаточно опытен, чтобы это отрулить где-то в другом месте. Я пер это домой, там срывался, что-то там, мог повысить голос, там, понимаешь, как какой-то пер негатив, придирался к какой-то херне. Вот, там где-то были какие-то ее штуки, и вот в какой-то момент это просто привело к тому, что, знаешь, такое ощущение, что контакт, вот что-то, что-то, да, то, что создавало вот эту магию, вот это чувство, собственно, оно куда-то бац, и его нету, оно куда-то ушло, и ты такой, и ты не можешь его найти, мы пытались что-то сделать, мы поехали там, да, в путешествие там вместе, оставив ребенка с бабушкой, да, ему на тот момент было там 3 годика. Вот, но не получилось. Сейчас стараюсь блюсти эту субординацию, знаешь, немножко, дистанцию, не субординацию, извиняюсь. Просто для того, чтобы мы еще научились все-таки отдельно друг от друга. Потому что у нас часть людей считают, что мы просто врем, на самом деле где-то там подпихиваемся периодически. Но просто, мы, знаешь, как вот это срослись, да, все-таки это немало лет, 13, да, получается уже. Это как брат, не знаю, что ли, да. Сейчас вы прям корешки. Да, я ее люблю как мать своего ребенка, я ее уважаю, я не знаю, мне ни один человек на земле, во-первых, у нас 10 лет вместе, да, 10 лет. Это прям, я стал тем, кем я стал вместе с ней. И это невозможно, знаешь, там куда-то взять и слить в унитаз. Знакомый был.
Сейчас узнаешь, наверное. Как вы зоветесь? Ульянов и сыновья. Ульянов и сыновья? Да. А ты вот усыновил всех этих людей, да? Нет, они сами придумали название, я всего лишь поднял руку и заголосовал. Я за. Ты был за? Да. Но на самом деле у нас ты был маленький... Ты нечиславный, скромный парень, да? Этого не отнять. Большая часть — это кавера. Да. Как минимум 2 песни здесь звучало Константина Ступина. Да. Текста песен, они близки. Собственно, сами мотивы родные. Очень хорошо ложится просто на душу. Многие не знают, кто такой Константин Ступин, но это человек, о котором впервые стало известно в 90-м, кажется, году на том же фесте, где «Ногу свело», «Наив», «Бахыт Компот» впервые сверкнули. Да, это была группа «Ночная трость». «Ночная трость». И он сидел на Герыче. Да. И много лет в тюрьме провел. Ну да, не могу сказать сколько точно, но 9, у него, собственно, вообще вся жизнь, она особенно последние 10 лет, они складывались, он неумолимо катился в пизду, как настоящий рок-н-ролльщик. И ты видишь схожесть с этим? Да, конечно. Государство вроде бы должно уже понять, что действительно больше миллиона человек живет с ВИЧ, а что реально идентифицированных случаев с ВИЧ, наверное, 65%. Да, то есть 35% мы не знаем. И это в прогрессии. То есть мы и сегодня не знаем 35, и завтра не знаем 35. Потому что тестирование, несмотря на то, что мы все время рапортуем об охватах этого тестирования, низкое, потому что заинтересованность людей в знании, да, о своем здоровье, это касается не только ВИЧ, очень низкая. Потому что, честно говоря, народу интересны другие совершенно вещи. Да? Реальное выживание. Чем беднее становится народ, тем меньше его заботит собственное здоровье. А народ становится беднее. И государство размытое. Потому что есть люди, которые, например, в Минздраве, они же на самом деле нормальные люди в Минздраве. Да, они нормальные, они все прекрасно понимают. Там, правда, человек, который сейчас возглавляет Министерство здравоохранения, это очень квалифицированный потомственный врач. Это, правда, она просто не этой специальностью занимается, да, то есть не ВИЧ-инфекцией, но она, правда, там, дочь профессора, внучка профессора, она из семьи, которая вообще там целую систему, да, лечения людей мировую придумали. И она сама доктор. То есть они все понимают. Они понимают, насколько сейчас антинаучный подход в принципе к этому. Но они ничего не могут с этим сделать, потому что есть реально другой центр принятия решений, например, там силовые структуры, которые говорят, нет, мы торчков не будем лечить. А силовые структуры это делают, потому что они контролируют потоки. Да? Какие, наркотические? Конечно, в том числе. И потому что им придется потом, в том числе, контролировать некий взрыв, который случится, если вдруг у людей откроются глаза, да, там, в этих самых депрессивных регионах. И это тоже им неприятно. Откроются глаза, появятся вопросы. Конечно. Ну, разумеется, это понятно, потому что людей, которые сидят на игле, огромное количество, их прям миллионы, это не сотни тысяч, да, это миллионы людей. Можете максимально коротко и понятно объяснить, что такое заместительная терапия? Ну, идея возникла как лечение наркозависимости, то есть если у человека, например, он принимает героин, и ему нужно делать там несколько инъекций в день, то есть такая потребность у него, зависимость существует, то ему предлагают вместо этого каждое утро являться в специальный пункт, поликлинику, и выпивать небольшое количество сиропа, который содержит тоже наркотик, но его не надо вводить внутривенно. И человек после этого делает гораздо меньше инъекций, значит, меньше риск распространения ВИЧ-инфекции. То есть он выпивает и больше не хочет торчать как минимум до завтра. Ему и таблетку, если у него ВИЧ-инфекция, ему и таблетку дают антиретровирусные препараты. То есть, чтобы он пришел, это как бы двойная, еще привлекает его к терапии таким образом. Так, и он так каждый день ходит. И он так каждый день ходит, а потом ему предлагают там, значит, на какие-то программы по лечению наркомании перейти, и он переходит уже на психологические программы для излечения полностью от зависимости
наркологической. То есть это такая схема. В Европе 750 тысяч наркоманов вот на этой заместительной терапии. Они до конца дней сиропчик пьют? Или он его снижает, и потом... Идея, да, снижать, а потом, значит, полностью отказаться. Для борцов с ВИЧ-инфекцией это очень хороший способ, потому что они меньше делают инъекций, значит, меньше ВИЧ распространяется. И поэтому это очень эффективно в отношении ВИЧ-инфекции. За это я готов, как говорится, спорить с кем угодно. Самое главное, что страна управляется людьми, которые взрослели и сформировались как личности в ситуации отрицания экспертизы. То есть люди не понимают, что такое правда, а что такое неправда. Люди, в принципе, не до конца уверены, что Земля круглая. Вот я точно знаю. А что люди, которые действительно там, от 55 до 70 лет, такие позднесоветские мужчины и женщины, которые управляют Россией, они, в принципе, не до конца уверены, что ВИЧ существует. Что на самом деле это не изобретение ЦРУшных лабораторий. Что все, что вы говорите про эпидемию, это на самом деле не война против России, заказанная где-то там в Лэнгли. Антон, ты сейчас серьезно говоришь? Ну, конечно, это реально. Я читал эти доклады, которые кладутся там на стол. Это вот делают у них экспертные институты. А люди, которые возглавляют... Кто-то может приносить доклад там, Путину или его замам, да, что у Путина нет замов, да? СПИД придуман ЦРУшниками? Да, конечно. И они на полном серьезе в это верят. Вот это важно понимать. Слушай, люди на полном серьезе в это верят. Они сами это придумывают и сами в это верят. Но в Совке, если что-то хорошее было, так это только то, что это государство признавало науку. Вот, и это самый важный вопрос. Значит, государство, правильно, государство, поэтому я и говорю, что в какой-то момент в том же самом Совке произошло уничтожение вот этой веры в науку. Это был поздний Совок. Да, потому что на самом деле вся советская наука, да, которую мы знаем, там, великие советские ученые, это же наука императорских университетов. То есть никакой, там, так сказать, науки уже Советского Союза не было. Все знаменитые там, русские первооткрыватели, нобелевские лауреаты и так далее, это люди, либо закончившие императорские университеты, либо имевшие непосредственного учителя, закончившего императорский университет. Все остальные люди — это люди, попавшие вот в эту дыру, так сказать, умирания советской науки, да, когда вот какой-нибудь доктор математических наук ради того, чтобы получить деньги от издательства, это единственные были деньги, которые тогда платили, мог писать 14 томов про новую историю. Да, и появилась вот эта трактовка, что на самом деле не существовало ни фараонов, ни Древней Греции, а все это там где-то 500 лет назад произошло, и все это одно и то же. И русские — это то ли русские, то ли украинцы. Да? И все это, так сказать, на острове Берген родилось. Да? И люди в это действительно серьезно верят. Также они серьезно верят, потому что вирусы, они все клонированы в ЦРУшных лабораториях. Почему они клонированы в ЦРУшных лабораториях? Ничего нельзя клонировать в ЦРУшных лабораториях. Так не бывает. Вот цивилизация родилась на том, что вирусы сами себя клонируют, и вы сами себя каким-то образом размножаете. Но людей невозможно в этом убедить. Понимаете, они все время считают, что есть какой-то подвох, есть какой-то заказ. И есть вот сейчас заказ, это пиаровский заказ на Россию, смешивать Россию с говном, говоря о том, что в России эпидемия ВИЧ. Ну, нет такого заказа. Ну, нет такого заказа. И кто мне скажет про заказ, пойдемте со мной за руку, я вас отведу сейчас в эту очередь. Я вас отведу, я покажу вам, как люди бьются за талончики, чтобы попасть, приехав на электричках в этот центр СПИДа, сюда к врачу раз в 3 месяца. Это сюда. Я даже не поведу вас там в городе Кемерово, не поведу вас в Екатеринбурге, не поведу вас в Тольятти туда, потому что там вас просто разорвут люди, которые в этой очереди стоят. И это не ЦРУ. Это произошло потому, что в России начало эпидемии и ее развитие было абсолютно прососано властями, которые тогда управляли страной. Тут можно подумать, что и ты, и Красовский, употребляя слово «эпидемия», у вас есть свой корыстный интерес. Ваша работа связана с тем, чтобы помогать людям, у которых ВИЧ. И если все признают, что это эпидемия, на это будут вваливать больше бабок, и больше денег пройдет мимо вас.
Я хер знает, сколько лет своей жизни бы отдал за то, чтобы у нас в стране не было эпидемии ВИЧ-инфекции. Вот вообще не задумываясь. Есть гепатит, есть туберкулез, есть рак, есть экология. Я уже просто понял, что я не про коммерцию, да. Мне вот интересны социальные вещи, да. Я найду чем заниматься другим. Просто ВИЧ меня коснулся, это моя личная во многом история, меня это цепляет больше всего. Я поэтому этим занимаюсь. Я не зарабатываю хулиарды вообще, и никогда не зарабатывал. Я живу в коммуналке. Камон! Какие деньги? Минздрав не признает эпидемию, чтобы не расстраивать начальство. Все так? Да. У начальства есть свои какие-то представления о добре и зле. Это пожилые, довольно унылые мужчины. Среди которых есть люди, у которых есть ВИЧ, потому что они там ходят к проституткам, вообще ведут не очень правильный образ жизни. Но я думаю, что там на самом высоком уровне у начальства все ок. То есть они к каким проституткам не ходят. А если к ним какие-то проститутки ходят, то их довольно тщательно проверяют. Их заболевания личные совершенно другие. Это заболевания, связанные с сердцем, да, с сосудами, с онкологией. Поэтому их лично интересуют вот такие довольно консервативные старческие болезни. Инсульт, инфаркт, рак простаты. И как старых дедушек их интересуют детишки. Им нравятся дети. Поэтому есть большая программа по рождаемости, перинатальные центры и так далее. Вот это то, что входит в основные задачи развития здравоохранения в России. Да, то, что нравится большому начальству. Иди сюда. Молодец. Не волнуйся, Серег, я должен волноваться. Видишь, у меня 2 палочки, у тебя 1. Я тебя поздравляю. Где 2? У меня 2, это мой тест. А у меня 2, 1. А у тебя 1. Девчонки, Юрий Дудь, человек без ВИЧ. Но, еще раз, давай это зафиксируем. Если бы был ВИЧ, если бы на мне всегда был презик, всегда, то девчонкам ничего не страшно. Нет. А если я начал бы лечиться, то можно и без презика. Да. Но мы помним, что даже если бы ты начал лечиться, то отсутствие презика, терапия спасала бы твоих партнеров от ВИЧ, но не спасала бы от других заболеваний, передающихся половым путем. Давай здесь скажем. Друзья, даже если тест положительный, не надо прыгать из окна. Жить можно ровно столько же, сколько бы вы жили и до того, как об этом узнали. Скажем так, жизнь наша такая говняная, что, в принципе, выйти из окна можно и без ВИЧ, поверьте мне. Но не нужно. Друзья, тем более, если вдруг, не дай бог, ВИЧ. Вот теперь спасибо. Спасибо, Юр. Это был не самый длинный выпуск в Дудя, но поскольку тема очень важна и деликатна, мы решили уместить его содержимое в 2 минуты. Поэтому, если вдруг вы отвлекались или почему-то смотрите с конца, а не с начала, вот главное, что мы хотели сказать. СПИД — это ВИЧ, который не лечили. От ВИЧ не умирают. Но если его запустить и не принимать терапию, ВИЧ переходит в стадию СПИДа. А вот СПИД наверняка принесет в вашу жизнь вполне себе смертельные проблемы. Если у вас обнаружили ВИЧ, это не значит, что вы скоро умрете. Великие фильмы «Филадельфия» и «Далласский клуб покупателей» рассказывают о событиях 30-летней давности. С тех пор медицина сильно прибавила и сделала так, что если принимать терапию, вы будете жить долго и счастливо. Так же долго, как и все остальные люди вокруг вас. Если человек, живущий с ВИЧ, принимает терапию так, как ему рекомендовал врач, то у него родятся дети без ВИЧ. С людьми, живущими с ВИЧ, можно здороваться за руку, обмениваться одеждой, плавать в одном бассейне, пить из одной кружки, обниматься, целоваться. Быть брезгливым к таким людям глупо. Гораздо лучше быть брезгливее к опасному сексу и наркоте. Это по-прежнему 2 основных способа передачи ВИЧ, а также куча других проблем, которые вряд ли сделают вашу жизнь лучше. Мы сделали этот выпуск, чтобы всем тем, кто не в теме, прибавилось знаний. А ВИЧ-позитивным чуть проще жилось. Очень хочется, чтобы у нас это получилось. Всем мир!